our life, и все сложности в нашей жизни, they emerge from this basic nature, basic urge. Они появляются вот из этого основного корня. So all our moods, все наши настроения, all our sorrows, все наши печали, all our pain, вся наша боль, настроение, печаль и боль, and all our excitement, и все наше возбуждение, all these are due to our getting identified with our desires. Все это происходит из-за нашего отождествления с нашими желаниями. Especially with those which are of the materialistic aspect, the material desires. Особенно для тех, у кого имеются материалистические желания. So, until a man is being spiritually evolved, developed, и вот до тех пор, пока человек духовно не разовьется, and until he begins to live as a soul, и до тех пор, пока он не начнет жить как душа, it means his function should be as the soul. это значит, что он должен уже действовать как душа. Without this, he cannot be released from the search for every kind of external satisfaction. He cannot be relieved. Он без этого до тех пор он не может быть освобожден from his search for external satisfaction. Не может быть освобожден от своих поисков внешнего удовлетворения. Because it is due to his slavery to low desires. Поскольку до этих пор он является рабом низших желаний или низких желаний. So, when generally what happens is our desire will lead us to search for comfort. И вот то, что происходит, это наши желания ведут нас к поиску комфорта. For example, например, when it is very cold and winter is severe, например, когда холодно, холодная зима, then our desire is for a warm place, for warm thing, and to keep us in the warmth like that. Тогда наше желание, чтобы у нас были теплые вещи, теплый дом, чтобы нам было тепло. So we feel comfortable only when it is warm. И мы будем себя чувствовать комфортно только в тепле. So then, if you ask the person, поэтому если вы спросите человека, what is the real comfort? В чем настоящий комфорт? Then the person says that the real comfort is to be in a warm place, having a warm cover
and having a warm drink and all these things. These Тогда are real человек comfort. ответит, что комфорт — это быть в теплом месте, в тепле, чтобы было тепло. At that time he sincerely feels that is a real comfort. И он действительно чувствует, что это настоящий комфорт. But after some time when the weather gets very warm, Но через какое-то время, когда погода становится очень теплой, then you keep him in a very, weather is already warm, you keep him in a very warm place, give warm drink, warm place. например, если он уже находится в таком месте, где и так достаточно жарко, а вы его еще поместите в еще более теплую комнату и дадите ему теплую одежду и еще там какую-нибудь жару, тепло. Then if you ask him, are you comfortable? И вы спросите его, ну как комфортно? Then his meaning for comfort changes. Тогда его понимание комфорта изменится. So then for him comfort means keeping very cool and having very cool place and cool, everything very cool and fresh, and then he feels this comfortable now. Тогда он скажет, комфорт — это там, где есть кондиционер, там, где прохладно, свежо, вот там комфорт. So the meaning of comfort is changeable. It changes from one condition to other condition. И значение комфорта, оно меняется от одного условия к другому условию. Ну, меняется в зависимости от условий. So it is the emotion which makes you attached to the changeable conditions, changeable values. Эмоции, они заставляют вас меняться в разных изменяемых условиях. Оно привязывает к материальным условиям. There are many situations in life where you find this. И много ситуаций в жизни, когда мы можем видеть вот эти изменяющиеся условия. Master has given an example. И вот мастер Икей приводил пример. A person in India, so he has a son who is working in the United States. Ну вот был такой пример, что вот у одного человека был сын, который работал в США. So this person always has a desire that his son should provide him all the comforts. И у этого человека всегда было желание, чтобы его сын обеспечил его всем необходимым комфортом. So his son, while coming to visit him from America, so he brought a very expensive bed for him on which he can lie down. И вот этот вот его сын, когда приехал из Америки навестить отца, он привез ему очень дорогую кровать, вот на которой отец смог лежать. Но Америка известна своими кроватями. Which is made with springs, so when he lies down, he feels like flying. И там такая кровать, на нее можно лечь и чувствуешь, что ты там летишь вообще, паришь. So, lying down on the bed, he felt it is really like heaven. It is so comfortable. А вот он лег на эту кровать и чувствовал, ну это просто в раю, так комфортно. And whoever friends or somebody visits his house, he says, "You see, I have so comfortable bed, so." И когда какие-то друзья к нему приходили, он всем хвастал: вот у меня такая комфортная кровать, можешь вот лечь, полежать. So,
So what happened after some years? И что потом произошло через несколько лет? His son, who is staying in the United States, he met with an accident and died. Вот его сын, который жил в Америке, он это самое попал в аварию и умер. So now, whenever this fellow lies down on this bed, he is reminded of his son bringing this bed and all these things. Now he cannot enjoy. He is completely depressed and he feels more sorrowful when he lies down on this bed. И теперь каждый раз, когда этот человек ложится на эту кровать, он вспоминает, что это кровать от сына, который умер уже, погиб, и это каждый раз приводит его в депрессию. So now, what he felt comfortable is no more comfortable now. И теперь то, что раньше приносило ему комфорт, теперь приносит дискомфорт. So therefore, these desires, a desire to get satisfaction, you can never get satisfaction by any of these material desires. Ну и вот это желание иметь удовлетворение от материальных, от материальных объектов. Эти желания, они никогда не приносят удовлетворенности в конечном итоге. So therefore, what is said here is that И вот здесь сказано, on the field of desires, в поле желаний there is a great battle происходит великая война between lower desires and higher desires. Между низшими желаниями и высшими желаниями. Between lower desires means that which is glamorous. И низшие желания – это вот то, что гламур, наваждение. And that which is deceptive. That which is deceptive. То есть они являются этими обманчивыми. And that which is false. И ложными. So all the lower desires are И вот like this. все низшие желания, они все иллюзорные и ложные и обманчивые. And the higher desires, А высшие желания, they are real, они настоящие, and you can have a true experience. И ведут к истинному опыту. So we have to know that Дают истинный опыт. И мы знаем, we have to make it is necessary for us to making a holy desire. Мы знаем, что нам необходимо иметь святые желания, священные желания. And this is done by love, service and sacrifice. Это происходит через любовь, служение и самопожертвование. And this process is a very joyful process. There is no pain in this process. И вот этот процесс, он всегда радостный, там не существует боли в этом процессе. Whereas the process in the lower desire is very painful.
Тогда как процесс низких желаний, он всегда будет, всегда это самое болезненный, а настоящих желаний всегда радостный. So what we see, the average man, И вот то, что мы видим в обычном человеке, в среднем, that is what his desires make him. His desires, how the desires mold him, that is what we see in the average man. Molding. Лепит его. Ага. То, что мы видим, это то, как его желание формирует его, формирует человека. And all his aims are of a compelling nature. The aims И все его... he has are very compelling on the lower compulsory. They make his effort compulsory. Compulsion. Compulsion. Ага. А что принудительный? Can you repeat? Yes. All the aims which he has in life. Вот все жизни, все цели, которые у него имеются в жизни, у такого человека, they compel him, они принуждают его into the lower nature, lower behavior. Они его ввергают в низкую природу. And you know, when how a person attracts other persons and which type of persons are attracted to him. И вот вы знаете, как один человек привлекается к другому, и как тот, и что того привлекает в этом. It depends, it is according to Это происходит в соответствии his desires, его желаний, his goals in life, его целей в жизни, and his aspirations, его вдохновением, его устремлением, and also his ambitions, и также его амбициями. And the circumstances and the people so the circumstances will attract people who like him. Вот эти обстоятельства, они будут привлекать таких же людей к нему. So, according to his desires, и вот в соответствии с его желаниями, he will make a progress. Он будет совершать прогресс, развитие. If his desires are spiritual desires, если его желания духовные желания, then he can progress towards the soul. Тогда он будет развиваться по направлению к душе. Otherwise, А в другом случае he will stay self-centered. Он будет оставаться эгоцентричным. And he will go down towards lower direction. И будет опускаться вниз, в общем, будет опускаться вниз. And finally, die with that. И в
в конце концов умрет вместе с этим. So, for the intelligent man, и для разумного человека, intelligent man means the one who can use his intelligence. Разумный человек тот, кто умеет использовать свой интеллект, свой разум. The real problem is, для него настоящая проблема это he has to constantly reorient and redirect his desire towards higher. Он должен постоянно ориентировать и переориентировать свои желания в сторону высшего. You know, when you are in the human birth, вот вы знаете, когда вы находитесь в человеческом рождении, you cannot expect that you are completely devoid of any desire. Вы не можете ожидать, что вы абсолютно свободны от любых, от каких-либо желаний. So if somebody thinks that I can completely kill my desires, но вот если, например, кто-то думает, вот я полностью очистился от всех желаний, освободился от всех желаний, it is glamour. Это гламур. I have completely eliminated my desires like this. Я полностью просветлела от всех желаний. So, this desiring nature is inevitable in a human being. Вот эта вот природа желаний, она неизбежна в человеческом существе. Но by using our intelligence, применяя разум или интеллект, разумность, you have to constantly keep an effort. Вы должны постоянно совершать усилия to reorient переориентации and redirect и перенаправления your desire from lower side to higher side. Ваших желаний от низших к высшим. Или от низких к высоким. Only this is the key for our progress. И вот это только ключ к нашему развитию. So we must apply a continued spiritual aspiration. Поэтому мы должны применять постоянное духовное устремление, духовную устремленность. Spiritual aspiration means to try to live as a spirit. И духовная устремленность означает стараться жить как дух. That means to allow the soul to dominate all aspects of our life. И это означает позволять душе доминировать над всеми остальными аспектами жизни. Then the whole personality of the man is elevated. И тогда вся личность человека поднимается. And then the man can progress. И тогда человек может развиться. The journey of the man will progress from instincts. И тогда человек
развивается от инстинктов. So from the life of instincts to that of the intellect. То есть от жизни инстинктов к жизни разума. And from intellect to intuition. И от интеллекта, от разума к интуиции. Where you have the spiritual illumination. Там, где у нас духовное просветление. But all the time we have to keep focus, we have to keep ourselves to be detached from glamour. Но все время мы должны стараться держать себя свободными от гламура, от наваждений. Because the mind which is under the control of emotion, this makes a trick always upon us. Потому что тот ум, который находится под контролем эмоций, он всегда будет обманывать нас. So his mind may create such a idea that he thinks that he is on the spiritual level of consciousness, and then every decision is coming from higher, and is not really higher. This decision is from the emotion, but due to glamour, he starts feeling this is coming from my soul. Ну вот такой человек, он будет мнить, что он такой весь духовный, и то, что к нему приходит, его решения, они приходят с духовного плана, но на самом деле он в иллюзиях, и эти решения диктуются его эмоциональной природой. And whatever decisions he takes by the influence of his emotions, he feels that these decisions are coming from the soul or the spirit. И какое бы решение он не принял под воздействием своей эмоциональной природы, он совершенно уверен, что это именно от духа приходит свыше. There was a friend of mine in Europe. Ну вот у меня был друг в Европе. He also attended the lectures of Master Ike. Он тоже вот приходил на лекции мастера Икей. And for some time he was also meditating. И также какое-то время он медитировал. And at that time he and his wife, both of them, came to Master. И вот в то время вот он и его жена, они были рядом с мастером. And Master admits everybody, and Master tries to distribute his love to everybody. Ну, мастер принимает всех, и мастер своей любовью делится со всеми. So before Master left finally from the last trip from Europe, and before he left his body, he has given them also some advice to be together and keep working this on these spiritual practices and this. Ну вот еще когда мастер был в теле, вот он, когда приезжал в Европу в последнюю поездку свою, вот он
им советовал дальше продолжать духовные практики, духовный путь. Then